Это могло бы быть совершенно обычное утро, если бы это не было утро 19 декабря, понедельник. Вчера Аргентина стала чемпионом мира по футболу. Сегодня мы идем смотреть на настроение людей. Большая вечеринка была вчера, но посмотрим, насколько сохранится этот дух праздника в городе. Итак, мы приехали к Обелиску, место, где вчера было основное гуляние. Здесь вчера собралось около 1 миллиона человек, 1 миллион аргентинцев праздновали здесь победу. Хочу обратить внимание на баррикады, потому что не все болельщики все-таки мирные. В новостях вчера писали, что не работало вообще все метро, весь метрополитен. И, возможно, вот эти баррикады за моей спиной, это как раз вход в станцию метро. Возможно, так вот закрыли, чтобы туда вообще люди не подходили. Главные герои дня после праздника. Но они тоже такие на позитиве, хотя работы у них, очевидно, очень много сегодня, больше, чем обычно. Много битого стекла. Так, у нас там белый впереди, пошли. Что-то напоминает какие-то зомби-апокалипсисы. Еще люди залезали вот на эти остановки. Это все можно увидеть тоже в интернетах. И вот здесь, судя по всему, стекло не выдержало. Вот, пожалуйста, такой огромный кусок стекла отвалился. Надеюсь, никто не пострадал, потому что выглядит очень опасно все-таки стекло. Да. Более профессиональная съемка. Уже очень многое убирают. Все в мешках. Я думаю, что несколько дней понадобится, чтобы все восстановить. Эти буквы за моей спиной — это один из символов города, тоже Буэнос-Айрес. Вчера на него залезали фанаты, чтобы погромче кричать, повыше танцевать. Ну и как следствие, сегодня эти буквы выглядят так. А я все гадала, как они залезают на эти буквы. Оказывается, вот это какая конструкция. Ну, будут, наверное, восстанавливать. Куда деваться. Не все дошли до дома вчера. Кто-то остался ночевать. Но не так много осталось в футболках сборной. Вчера вообще все, мне кажется, весь Буэнос-Айрес был в футболках сборной Аргентины. Еще телевидение. Кстати, с этой стороны буквы выглядят более прилично, но на самом деле не очень. Кстати, очень много телевидения снимает. Я думала, только я такая приду сюда, здесь буду, когда все ушли. Оказывается, нет. А здесь за моей спиной произошел жуткий акт вандализма, потому что снесли ограждение, которое защищало обелиск, и изрисовали граффити. А тут еще телевидение, еще 2 телевидения. Кто-то на телефон снимает. Ой, еще телевидение. Да, кажется, сюда все приехали поснимать. Ну, правильно, таким Буэнос-Айрес, мне кажется, мало кто видел. И мало кто увидит вообще впоследствии. Вот, пожалуйста, это был забор, ограждение. Теперь он здесь. Марадону, конечно, наклеили. Сейчас поближе еще подойдем. А с этой стороны Месси. Ну и написали: Аргентина чемпион. Аргентина чемпион. Чемпион мира 2022 года.
здесь баррикады полностью по кругу. Тоже здесь и станция метро, и за мной вот Макдональдс. Его тоже защищают. Все, кто могут, защищались. Да, прям такой большой. Полностью Макдональдс огородился. На светофорах тоже вчера были болельщики. Конкретно этот, похоже, сломали. Сейчас чинят. Примерно везде одинаковая картина. Вот этому светофору тоже досталось. Кажется, тут всем светофорам досталось. Полностью. Ох, не знаю, не знаю. И, собственно, всю растительность, которую здесь была, тоже потоптали. Конечно, 1 000 000 человек. С одной стороны, кажется, что очень грязно вообще, как такое возможно. Но с другой стороны, а где здесь урны вообще? Как-то не видно этих урн. Видимо, они предусмотрены. Зато можно посмотреть предпочтения аргентинцев. Что они пьют? Шампанское, брахма, самое дешевое пиво. Кстати, вот баллончики от краски. Вино, шампанское, кола. В основном шампанское. Ничего себе. Я думала, будет пиво в основном. Вот они, баллончики, краски. Как их много. Представляете, сколько тут всего исписали, если такое количество баллончиков, очень много их вокруг. Ну, хочу обратить ваше внимание, что здесь вот стеклянные витрины не побиты. Даже несмотря на то, что конкретно здесь не было баррикад. До сюда дворники, кажется, еще вообще не доходили. Для полноты картины хочу добавить, что здесь всевозможные запахи. Воняет таким мусором немного подпрелым. И не только. Причем везде такой вонюченькость присутствует. Здесь контейнеры есть, но что-то это не спасло. А, тут даже сломали вот урну. А здесь фонарный столб, кажется, тоже чинят. Камеры видеонаблюдения. А полицейский участок также все стоит огороженный. Уже с прошлых игр. И опять телевидение. Собственно, вот он, полицейский участок. Ой, кто-то здесь спит, видимо, со вчерашнего дня. Огорожен полностью. А внутри сидят сотрудники полиции, безопасности, смотрят в камеры. Оттуда ведется видеонаблюдение. И, собственно, здесь тоже баррикады. Вот, через них уже такую сделали дорожку. Люди через них проходят. Вот так. Кто-то, видимо, очень усердно пытался выбросить свой мусор в мусорку. Мусор остался, а где мусорка, непонятно. На самом деле можно понять аргентинцев, потому что не каждый день, не каждый год ты выигрываешь чемпионат мира по футболу. У нас, например, сосед сверху в одну из игр, если бы я знала, что здесь есть батареи в зданиях, я бы подумала, что он отрывал батарею и кидал ее об пол и разбил вообще всю квартиру. Я думала, что здание у нас треснет по швам. А в эту игру, финал, он был настолько напряженный, что даже этот наш сосед буйный просто затих. Там что-то периодически стучал по балкону, но вообще настолько тихо себя вел. И мне кажется, вот когда случилась эта победа, этот чемпионат, финал, Аргентина чемпион мира, и такое было немножко состояние, что никто не знает, что со всем этим делать. А потом все как пошли праздновать, как оторвались. Вот.
Здесь вот помимо бутылок также вот конфетти всякие, которые по сути просто рваная бумага. Отмечали всеми подручными средствами. Ну вот так. Вчера еще в новостях писали, что, возможно, сегодня понедельник будет выходным днем, чтобы все отметили победу. Но потом вышло опровержение, что нет, не будет выходного дня. 3 раза выигрывали чемпионат, ни разу не было выходного сразу после победы. Вот, возможно, поэтому люди начали расходиться по домам. И не так явное разрушение. На самом деле просто мусор и граффити новые. После того, как вышло опровержение, что не будет выходного дня, так потянулись машины из центра по домам. И все сигналили. Я думаю, многие вчера не спали, потому что была очень шумная ночь. Но, к счастью, это было не до утра. По крайней мере, в нашем районе отмечали еще в ночь с субботы на воскресенье, то есть в преддверии финала. Уже тоже погуляли люди. Вот сюда часто приходят митинговать люди. В будние дни это одно из самых грязных мест в городе. Тут все разбросано постоянно. Но сейчас это, видимо, не было центром событий. Поэтому здесь относительно чисто, если сравнивать с другими местами. Ну, на самом деле, вот даже полицейские машины за мной, не знаю, сейчас их видно, не видно. Они тоже все целые. То есть погромов никаких не было. Были какие-то случайные такие, возможно, неприятные моменты, как разбитая остановка, крыша остановки. А так вот только граффити в основном, ну и, конечно, мусор. На улицах, которые подальше, уже абсолютно чисто, обычно. Никакого экстра мусора нет, все уже убрали, даже если какой-то мусор был. Сегодня ночью прилетает сборная Аргентины, собственно, сюда, в Аргентину. Их там будут встречать в правительстве, чем-то награждать, наверное. Поэтому я думаю, что сегодня или завтра будет вечеринка какая-то, встреча героев. Сейчас пока со всех телефонов, со всех вообще устройств только и слышно Месси, футбол и так далее. Но, в принципе, город возвращается в свое обычное состояние. Есть еще 4 года у Аргентины точно, чтобы смаковать статус чемпиона мира по футболу. А я с вами прощаюсь на этом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.